Наконец-таки за долгое время я еду в Берлин. Мне очень нравится гулять в Берлине. Приехали в Берлин, поднимаюсь на Банхофе, уже это Осткройц. Сейчас будем ехать в парк с сакурами. Это мост Бёзе-Брюке, он проходит в направлении с востока на запад. Мы вообще изначально ехали, чтобы увидеть настоящие сакуры, собственно, которые, знаете, находятся недалеко от Берлина, которые находятся в самом Берлине, потому что парки там, где именно прям много этих сакур, и всего они находятся, ну, так, час езды. И как видите, слава богу, что мы никуда далеко не поехали, потому что не зацвели цветы. Как видите, просто лысые деревья. Зато тут есть как бы вишневые деревья, которые уже понемногу распускаются. Такая эстетика Берлина, чисто с вот этими граффити. С виду, если посмотреть, это просто столб, но это часть бывшей Берлинской стены. Общая протяжность стены вокруг западного Берлина составляла 155 километров, из которых около 43 километра проходили непосредственно через центр города. А это я уже подхожу к галерее, Кёниг-галерей. Там проходила выставка работ Аяко Рокаку, это японская художница, собственно, которая сделала эти милые штучки. Как обычно, если честно признаться, я туда ехала, чтобы пофотографироваться. Ну и, конечно же, чтобы это вживую увидеть. Посмотрите, что это сделано из плюшевых материалов. В прошлом году также проходила эта выставка, только с другими предметами искусства. Как видите, все сделано абсолютно из разных материалов. Вот, например, из стекла. На первом этаже также была другая выставка, и вход в эту галерею был бесплатный. По плану сейчас будет поехать в дорогой центр, это то есть там, где расположены все бутики, большой торговый центр, там, где есть очень много брендов разных. И на одну из крыш, на один из руфтоп я хочу пойти в бар. Конечно, погода сегодня немного пасмурная, такая не очень, но что есть, то есть. А также очень прикольно, что в Берлине ходят двухэтажные автобусы. Сверху прикольно ехать, за всем наблюдать. Это мы уже приехали в КДВ. Это самый большой универмаг в Германии и один из крупнейших в Европе. Видите, мы уже в самом торговом центре, и там очень много всего. Глаза разбегаются, если честно. Эх, был бы с собой у меня миллиончик, я бы там минимум на 5 часов пропала. Очень красивые и стильные вещи, вот, ну скажите. Надеюсь, в ближайшем будущем я смогу себе позволить эти вещи, или для меня найдется щедрый спонсор. А вообще, если без шуток, посмотрите, какие красивые модели представлены. Мы вообще забежали туда по-быстрому, так как у меня был конкретный план, куда зайти еще. Но просто походить, посмотреть, все очень было интересно. Мы тут находимся на фудкорте, в таком более продуктовом отделе. Кстати, этот торговый центр довольно-таки высокий. Оттуда открывался хороший вид на Берлин. Вот вам такой лайв-контент. Сейчас идем, собственно, по этой улице. Это Кудам, сокращенно. Вот, кстати, один из символов Берлина. А это новый открывшийся магазин Поп-Март. Милый также магазинчик. А вот мы уже пришли в бар, который находится на крыше. Конечно, был неприятный ветер, но все же это не помеха. Даже днем в этом баре было много людей. Причем все как-то сильно по-деловому были одеты. Тут, кстати, бар не так высоко находится, но при этом видно весь Берлин. Вот, как видите. И тут он, в принципе, такой яркий, прикольный. Тут очень красиво все ночью светится, как видите. Сегодня пасмурно, к сожалению. Я ненавижу пасмурную погоду, потому что все-таки настроение появляется, когда есть солнце. Вообще, кстати, для посещения Берлина у меня очень довольно-таки большой список. Сегодня также мы много где походили на самом деле. Еще хотим поехать на Александр-Плац. Собственно, оттуда мы и уедем. Также на Александр-Плац стоит телевышка, которую я называю Чупа-Чупс. Посмотрите еще, как тут прикольно, что тут, вот смотрите вниз, и тут открывается вид на зоопарк. Как раз таки тут и остановка, называется Зоологische Garten. Кстати, тут расположена мемориальная церковь, а точнее руины разрушенной во время Второй мировой войны церкви. Вот это, наверное, моя самая любимая улица в Берлине, потому что тут очень все, так знаете, продвинуто, более новенькое. В основном Берлин не любят, потому что старинный какой-то, очень много послевоенных всяких штук. А также многие считают Берлин грязным. С какой-то части так и есть, если, например, сравнивая с тем же Дрезденом. Ну а также в Берлине довольно-таки высокая криминальность. Да и бомжей много. В принципе, всяких наркоманов и каких-то фриков. Наверное, для этого влога это конечная точка в Берлине, потому что мы уже будем уезжать, ну точнее собираться уезжать. Посмотрите, какая огромная эта вышка. Туда, кстати, только можно подняться по билетам, неважно, вы в ресторан или нет. Если в ресторан, то обязательно, конечно же, бронировать столик. И, как обычно, поездка в Берлин заканчивается дёнером.
Мы только что взяли к нам дорогу. Как вы знаете, наша Германия благодаря арабам и туркам славится очень дёнером, дюрумом. Конечно, бомжами тут попахивает, так не очень прикольно. И, кстати, как обычно, у нас поезд опаздывает, поэтому будем ждать. Но главное, что у нас нормальные стыковки по времени, поэтому мы ничего, надеюсь, не упустим. В принципе, поездка была довольно-таки насыщенная. Для меня в любом случае в радость куда-то поехать. А вот мы уже и в Дрездене. Это новый день, мы пришли поиграть в бильярд. Здание, где находится бильярд, специфическое. Посмотрите, какой тут страшный лифт. Я говорю, что это за атомная АЭС вообще? 4-й. А 4D или просто 4? 4B еще есть. Вот ты такая. Вы ничего не видели. Сейчас опять не получится. В общем-то, весело мы проводим время. Сейчас также еще планируем, наверное, погулять, поехать. У нас с Настей были очень мощные названия команд. У Насти называлась команда «Кольца Венеры», а у меня называлась «Ебой». Так, красим губы. Говорю, тут просто невозможно спокойно фоткаться. Сделай воротничок. Это 2002 год. Фотосессия для... Настя говорит, это 2002 год. Человек в адеквате. Она говорит, что я Шерлок Холмс. Я сказала, что ты шериф, это ты Шерлок. Тебе шериф, понимаешь? Молния Маккуин. Молния Маккуин. Ну ляж. Ты не в фокусе. Не занято вообще. Просто прийти к нам будут подходить, говорить: ну что, девочки, вы будете брать? Сколько часов будет? Мы сейчас смотрим, какие тут Нет. Сколько в час? Следом мы поехали в такую часть Дрездена, там, где расположен богатый район. Там расположены большие дома, виллы, но мы пошли прогуляться до Голубого чуда. Это мост, который соединяет две части Дрездена через реку Эльбу, и оттуда виден один из замков. Мы находимся на Голубом чуде, собственно. Это такой у нас мост. Также сзади, на другой стороне, уже есть фуникулер. Ну, покажи пальчиком. Вон там. Вон. Вообще руки так лучше не распускать, да? И, кстати, у нас резко похолодало, поэтому особо мы долго на улице не засиживались. Это была суббота, я пошла на фломаркет. По-нашему, по-обычному, это блошиный рынок. Там продают все, что можно. Вы знаете, вот я не представляю свою жизнь вот без одной картины. Хочется что-то такого, чтобы была девушка и кенгуру. Но вот я не знаю, я вижу вот это, это произведение искусства. И знаете, я это нашла. Или знаете, например, мне нужна ванна, но так, причем, чтобы она так выглядела, как будто там утопили несколько человек. Вот 100% вот такой раритетик нужен. Идемте, тоже покажу. Класс. Ну, как вы поняли, там могут и винтажку продавать, одежду или какой-то вообще бред. Многие на самом деле за старьем и приходят. Хоть и пошел дождь, но у многих это не останавливает. Все равно есть довольно-таки большой поток людей. И, в принципе, даже сами продавцы как бы не уходят, остаются, продают. И тут очень пахнет речкой, так как вы понимаете, что здесь сама речка находится. И тут довольно-таки свежо. Я, конечно, уже сама подзамерзла. Хочется уже побыстрее уйти. Также там был прилавок с фруктами, ягодами, овощами. Я, в общем-то, тоже с небольшими такими покупочками. Такая зеленушка, клубничка, ягодки, в принципе. Смотрите, кстати, какая миленькая маленькая машинка. На днях вышло солнце, поэтому срочно надо было выбираться погулять. Мы пришли в итоге в этот молочный магазинчик. Посмотрите, как тут красиво. Это молочный магазин Pfund. Он был открыт в 1892 году. Сегодня является одной из самых популярных достопримечательностей Дрездена. Основатель Pfund первым в Германии производил сгущенное молоко, разработал детское питание и молочное мыло для чувствительной кожи. Также в наше время там продаются различные сыры, другие молочные изделия и сладости, а также мыло, расписная плитка, открытки и все, что можно. Там мы стоим, ждем наш трамвай. Мы находимся сейчас на Нойштаде. Тут такой, конечно, специфический на самом деле район. Он очень близко расположен к центру, но тут как будто бы все другое отличается от центра. И люди тоже. После мы решили поехать в замок Альбрехтсберг, еле выговорила. Мы приехали на замок, это также замок Винодельня. Сейчас хочу еще пройти на территорию, как говорит Шаёнка. Я такая культурная. Еще в планах пройти на террасу, там, где можно посидеть, посмотреть на весь Дрезден. Замок был построен прусским принцем Альбрехтом из любви к своей второй жене Розали. Также там построены римские бани, бассейны и аркады, имитирующие античные сооружения. А также в 2016 году в замке был обнаружен секретный подземный ход. Он вел из замка прямо к подножию склона, что позволяло принцу или его гостям незаметно спускаться к реке. Вот такой вот я вам историк.
Мы, как всегда, в моем любимом ресторане. Мне кажется, он многим здесь полюбился. Такой очень яркий. Нас посадили в красивое место. Самое красивое здесь. Желаю себе в первую очередь и каждому, чтобы у всех понедельник так начинался и заканчивался. Вот я бы хотела всю жизнь, так знаете, ничего не делать. Отдыхать, ходить кушать, гулять, фоткаться. Мечта. Всем привет! Я снова где-то, а именно в Лейпциге на Hauptbahnhof, на главном вокзале, только что приехала. В общем-то, смотрите, какой тут огромный вокзал, просто всего очень много. Рано проснулась, собиралась, хотелось, понимаете, красиво выглядеть, потому что я иду на фотосессию. Кто, как не я сама себе, устроит что-то подобное? Для начала иду в центр. К сожалению, аромат цветов не спасает от вонючего запаха санины. Тут очень просто реально воняет, постоянно бомжами, саньем. Смотрите, прилегли ребята, к ним сейчас пойдем. В Лейпциге я была последний раз, когда я сдавала НМТ, и когда я летела в Болгарию. Я вообще рассчитывала на то, что я сегодня буду супер идеально выглядеть. Но, как обычно, кожа меня подводит, у меня шелушки. Я эту тоналку Кайли проклинаю. Хоть я и говорила, что она мне очень нравится, все такое, мне она не нравится. А вот я уже и в центре. Там все находится в пешей доступности, так как центр является довольно-таки компактным. Основные точки для посещения — это церковь Святого Николая, ратуша и рыночная площадь, кстати, на которой снова поставили какую-то ярмарку. Как я всегда говорю, что немцы просто не могут без ярмарок. Постоянно вот должно что-то стоять на площади. Тут я нахожусь уже в фотостудии. Я делала себе только портретные фотографии, а также мне это ничего не стоило. Меня уже пофоткали. Тут на самом деле говорят, что нельзя фотографировать ничего, ни себя, ни фона, ничего такого. Типа говорят, идите снимайте отдельно, берите время, арендуйте. Ну, тут вот такая студия. Моя фотосессия прошла довольно-таки быстро. Во-первых, я забрала уже фотографии. И во-вторых, посмотрите на эту сумочку. Это просто что-то с чем-то. Смешная. Но это вообще сумочка, по-вашему? Стоит 30 евро, ребята. Ну, я бы, не знаю, я бы взяла. Или вот, смотрите, какой гламурчик вообще. Juicy Couture. Я решила вам все-таки поснимать ярмарку. Стиль ярмарки был сделан как под средневековье. Ну, атмосферно, в принципе, как немцы любят. И, кстати, была хорошая погода. Ну, смотрите, людей, конечно, море вообще очень много. Я не знаю, куда приткнуться. Фотки нормально нельзя сделать, понимаете? Ну, смотрите, кстати, вот какая сильная просто продажа каких-то крючков, веревок. Ну вот, посмотрите, что это вообще, ну... Интересно, конечно. Короче, хотела сказать, посмотрите вообще, как мы интересно попали на какую-то движуху. Так что вот сама, в принципе, ярмарка, тут как бы площадь небольшая. Ну, в принципе, мило, красиво, так эстетично, аутентично, супер. Ну и, кстати, посмотрите, сегодня будний день, даже не выходные, посмотрите вообще, сколько народу. Ладно, народу вообще много, потому что это главная торговая улица, тут тоже всякие бутики, магазины. Сейчас разговариваю за рейф и захожу в церковь. Что-то я быстро зашла и вышла из церкви, потому что там какие-то дети что-то там рассказывали, читали. Ну, мне как-то неловко было стоять. Там как-то стояли, даже слушали. Я, конечно, знаете, такой сомнительный рассказчик, в принципе, блогер какой-то. Я вообще такой бред снимаю местами. Вы знаете, я вообще специалист по церквям, я только по церквам и хожу. Я который раз уже приезжаю в Лейпциг и все равно не могу найти для себя что-то интересное. Быстрее сними меня. Быстрее, давай, ты будешь. Давай. У нас, короче, да, блядь. Я буду делать так. Мама, какой крик. Давай еще, давай. Мама, Мам, громче. Угадайте, куда же я еду? Ну, конечно же, как всегда, в Польшу. В те дни я заметила, что ходили только старые трамваи, хотя в основном там нормальный, в принципе, транспорт. В общем-то, я не поняла, с чем это было связано. Но тогда, кстати, еще была католическая Пасха. Сегодня день какой-то беготни. Я просто уже везде была сегодня в Вроцлаве. Хотелось вообще приехать отдохнуть, как всегда, погулять. А в итоге получается не очень. Кстати, на этих выходных в Польше уже начинается католическая Пасха. Получается, что уже с завтрашнего дня потихоньку все будет закрываться, а в воскресенье 5 числа, собственно, и в понедельник будет уже все закрыто. Ну, приехала, конечно, дальше, ну что поделаешь. Многое, конечно, пошло не по планам. И погуляли мы, так сказать, очень интересно. В конечном итоге я еще и приболела. А вот эта, кстати, красивая магнолия растет уже не во дворе.
В день моего приезда к вечеру я вытащила Женю погулять. И как обычно, все начинается с бильярда. Кстати, мне так нравится, как снимает обновленный таймлапс на айфоне, как будто бы видео дополнительно обработали. В тот вечер, кстати, у меня очень хорошо получалось забивать черные шары, причем не в нужный момент. Так как мы с Женей были только вдвоем, нам было о чем посплетничать. Конечно же, я была инициатором сплетен. Я это не скрываю, как вы понимаете. Привет, подписчики. Я тут гуляю. Ну хочешь? Привет, подписчики, я тут гуляю. Вот такая красивая луна. Тут такая выспа. Тут люди бухают. О, Короче, сейчас мы находимся в кафедральном соборе Святой Марии Магдалины. Было интересно зайти, посмотреть, что там как, потому что все-таки была католическая Пасха. А также там можно подняться на обзорную площадку, а точнее на мостик, откуда открывается хороший вид на Вроцлав. Тогда мы как раз-таки коротали немного время, потому что ждали наших знакомых. Вышли мы со знакомыми прогуляться, как видите. Тут довольно-таки очень людно, хоть и праздник. Я уже как ехала в центр, увидела, что многие идут с церкви. Они уже там все посвятили, свои какие-то прикольчики. Кстати, получилась довольно-таки интересная ситуация, потому что мы с нашими знакомыми живем очень рядом, почти в одном городе. В Германии мы видимся довольно-таки часто, а тут еще и в Польше встретились. В оздоровительных целях мы пришли в пьяную вишню. Сейчас хотим настоечку взять. У меня просто подтягивает горло. Вот, так что оправдание главное. Приводим себя в чувство вишневыми наливками. И как небольшой сувенир мы решили купить себе набор с наливкой и бокалом. Еще напротив происходил какой-то трэш, было много пожарок и полиции. Потом меня мама завела в какой-то старинный ресторан-бар и сказала, что мне это надо видеть. Он говорит, давай сюда зайдем, типа, тут самый старинный бар в Волжской, бля. Как-то тут смотри, дом с привидениями какой-то. Этой ночью я вышла на охоту, шутка. дебил? Они от меня убегают. Вообще не в адеквате. Посмотрите. Суки. От меня мальчики убежали, но я знаю, что они еще те собаки сейчас прибежат, подождите. Они-то, что они без женщин на этом мире? Ничего. Сейчас ждем. Давайте, 1, 2, 3. Все, собаки дома вернулись. Я сказала, прибежат. Посмотрите, бесстыжих вообще. Ja nie wiem, co ona gada. Gdzieś tam w tle są kurwa tych ruskich filmików, są polskie przebłyski, kurwa jak ja gadam. Они охреневшие Nikt просто. kurwa tego nie rozumie, to jest najlepsze. Ale ja też nie wiem, co ona gada, sorry. Да, конечно, ничего ты не понимаешь, типа, ага. Jakieś pierdoły mówię, że nawet tego nie rozumiem. Как вы понимаете, мы точно не скучали. Сейчас ты у меня пососешь. Na, пососи. Шлампа. Пососи. Ой, пососи, сам себя пососи. Полизать не хочешь? Могу. Я это выставлю, все будут видеть, как ты общаешься с девочками. Пидорасик. Посмотришь, моя мама, бабушка, дедушка. Друзья. Внучка, правнучка. Да. Ну, подними выше камеру. Камеру выше подними. Ассаламу алейкум, братва. Сегодня мы идем на рейв. Посмотри, как я одета. Как я одета, Женя себе показывает. Что ты делаешь? Смотрите, мои песики кушают. Вот первый песик, второй песик. Такие хорошенькие, когда, ну вот они молчат, ничего не говорят вообще. Короче, изначально были куплены билеты в клуб Чало, но произошла неприятная ситуация, поэтому мы пошли в другой клуб. Ну скажите, как вам ваши комментарии по поводу всего? Адам? Powiem, jak ci się podoba. Немного неловко перед ребятами, мне стыдно, что мы в таком пиздеце. Бывает.
и записала одно и то же. Это замок-резиденция на протяжении 400 лет, служивший королям и курфюрстам. Мы хотели только что пройти на территорию, но сейчас замок уже закрыт, поэтому нельзя туда пройти, не пускают. Моя маманя не даст никогда спокойно пожить. Вечно нам надо везде все оббегать за секунду просто. Сюда не удалось, погнали в новое место. Ну, будет ли мне когда-то спокойная жизнь, я не понимаю. Я раньше упоминала, что у нас есть большой поток туристов. Вот как раз-таки начало всего. В городе сейчас особенно красиво, потому что распускаются сакуры и магнолии. Я говорю, как мы только пришли на Сакуру, говорю, где азиат? Это же их любимое место. Ну, типа, я все равно говорю, когда зацветает сакура, появляется миллион азиатов. Не проходит 5 минут, они тут все просто. Я же говорю, шамена помазали, только сказала. Секунду назад не было, они уже тут. Собственно, можно применить фразу «Азиаты не могут быть пошлыми, они же живут в сакуре». Кстати, как вы могли бы заметить, я на другом берегу Дрездена. В моем прошлом влоге я тут все показывала. Но тут там прикол, что тут растут сакуры. Я не знаю, для меня видно это сейчас или нет. А также посмотрите, какой закат мы застали. Обычно тут много людей, которые приходят сделать фотографии, но так как было прохладно и уже вечерело, почти никого не было. Не успели глазом моргнуть, как уже стемнело. Посмотрите, как у нас красиво. Сейчас вам покажу. А еще от меня всегда можно услышать фразу в каждом моем блоге. Мне кажется, что мне холодно, я хочу домой. Потому что мне холодно, я хочу домой. Ну и, кстати, в сравнении с Берлином намного спокойнее выйти, можно погулять. Вообще тут такая другая атмосферка, в принципе. Вот, ну, для меня это тут уже как по-домашнему. Так выйти, прогуляться в центре, очень красиво.